Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю вам, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть, не только такую, которую показываю я, да? Самое главное, правильно подберите крючок. Ну, а я рассказываю о ниточках, с которыми буду работать сегодня. Смотрите, новички, кто еще не работал. Alize Angora Gold Simli называются они. Идем дальше. В 100 граммах находится 500 метров по составу. 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. И крючок нам советуют брать, смотрите, от 2 до 4. Я данную пряжу вязала крючком номер 3. Поэтому я возьму крючок номер 3. Сегодня вот такой будет интересненький. Вы точно так же читаете аннотацию к своей пряже, подбираете крючок согласно своей плотности вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, новички. Остановлюсь немножко на ниточке. Если, смотрите, ниточку вот так вот раскрутить, то видно, что она состоит из 3 ниточек. Это шерсть, акрил и металлическая ниточка. У шерсти получаются вот такие вот небольшие ворсиночки, так? И они в процессе вязания могут цепляться за крючок, поэтому сильно маленький крючок не берите. Угу. А когда уже руку набьете, можете брать и маленький крючок. И еще такой момент. За счет таких вот ворсиночек, да, вязание ваше, если вы захотите распустить, это будет сделать очень сложно. Ворсиночки запутываются. Возможно, но сложно. Поэтому заранее просчитывайте петельки и столбики. Хорошо? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Я набираю 32 воздушные петельки, 4 раппорта и 1 петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво закончился. Вы можете набирать сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале у нас петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я буду набирать 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее давайте сделаем, как во многих узорчиках, да, так будет удобнее новичкам. Вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. Это у нас получается столбик с накидом. Накид. В следующую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Накид и в следующую и так далее во все последующие петельки цепочки ныряем, провязываем столбики с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть в моем случае у меня были 33 воздушные петельки, значит должно получиться 33 столбика, не больше, не меньше. И еще такой момент. Первые 3 петельки подъема, это тоже имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Угу, несложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. В столбиках пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 нырнули, вытянули ниточку, провязываем столбик с накидом. 1. 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Возвращаемся сюда же, в этот же столбик, провязываем столбик с накидом. 2. 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Сюда же опять столбик с накидом. 3. У нас получается в один столбик мы провязали вот так вот 3 столбика и между ними по 2 воздушные петельки. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. Опять пропускаем в столбиках 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 нырнули, провязали столбик без накида. Угу. Вот такая красота получается. Далее идет повторение. 2 воздушные петельки. 1,
2. В столбиках пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4 нырнули, провязали столбик с накидом. Раз, 2 воздушные петельки, столбик с накидом 2, 2 воздушные петельки, столбик с накидом 3, 2 воздушные петельки, опять пропустили 3 столбика, раз, два, три, и в 4 столбик без накида. Понятно, да? Вот такие вот у нас получаются интересные такие вот тройные рогаточки, как мы их назовем, да, веерочки, рогаточки. И вы так провязываете до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот наши веерочки, рогаточки готовы. Так, все ровненько, аккуратненько. И заканчиваем мы ряд вот столбиком без накида в 3-ю петельку подъема предыдущего ряда. Несложно. Идем дальше. Будьте внимательны. 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. Накид. Теперь смотрите, возвращаемся к 3-й петельке от крючка. Раз, два, три. Вот сюда возвращаемся, крючком ныряем в эту петельку, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, как столбик с накидом. Оп, оп. Угу. 2 воздушные петельки, повторяйте. Раз, два. Смотрите, теперь мы переключаемся вот на нашу тройную вот такую вот рогаточку, да, к центральному столбику. Беремся за центральный столбик, за верхушку и провязываем столбик без накида. То есть вот такая картина. Дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь будьте внимательны. 2 накида. Вот столбик без накида предыдущего ряда. Мы ныряем в этот столбик. Вытягиваем ниточку. Провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. У нас получился столбик с 2 накидами. 1 воздушная петелька. Накид. И смотрите, теперь возвращаемся к этому же столбику, который только что провязали. Вот, смотрите, видите, у нас здесь вот так, сейчас я покажу вам 2 петельки, вот так, как бы они лежат наискосок. Вот мы эти 2 петельки захватываем, через них протягиваем ниточку. И теперь провязываем по 2 петельки. 2, 2, столбик получается с 1 накидом. И по итогу получается вот такая вот рогатка на ножке. Здорово? Здорово. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. И переключаемся опять на наш центральный столбик нашей рогаточки, вот этой тройной, да, веерочка. И беремся за верхушку и провязываем столбик без накида. Угу. То есть в самом начале у нас получается половинка вот этой вот рогаточки. Поняли, да, почему так провязывали? Все, и дальше повторение опять. 2 воздушные петельки, 2 накида. Ныряем в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбик с 2 накидами. Воздушная петелька, накид, возвращаемся к этому же столбику, вот к самым 2 нижним петелькам, захватываем их вместе 2, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Опять рогатка на ножке. 2 воздушные петельки и присоединяемся опять к центральному столбику столбиком без накида. И так вот вы шагаете до конца вашего образца, до конца ряда. Понятно? Вот такие вот делаете рогаточки на ножке. Не сложно? Я думаю, что не сложно. Давайте самостоятельно. До конца ряда у вас получится. Давайте. А в конце ряда я вас встречу. Так, теперь смотрите, рогаточки наши готовы. Так, все тоже ровненько, аккуратненько. Мы заканчиваем рогаточку точно так же, как и начинали. То есть вначале у нас столбик с 2 накидами. Потом сразу же мы присоединяемся столбиком с 1 накидом. Понятно? Идем дальше. Для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Итого получается 5 воздушных петелек. Накид. Возвращаемся обратно сюда же к первому нашему столбику и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Там, где у нас был столбик вот без накида, мы присоединяемся точно так же столбиком без накида. Есть. 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь переключаемся вот на нашу рогаточку. Так. Ныряем прямо в арочку. Провязываем столбик с накидом. Раз. 2 воздушные петельки. Опять сюда же ныряем столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки. И опять сюда же ныряем столбик с накидом 3. То есть, если вы заметите, мы точно так же провязывали в нашем первом ряду. Вот наши рогаточки, арочки, рогаточки, арочки. Так. И опять 2 воздушные петельки.
и присоединяемся столбиком без накида. То есть в данном случае, в данном ряду мы повторяем первый ряд, единственное, что в шахматном порядке. Поняли, да? Вот, в шахматном порядке. Все, давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, опять наши веерочки, рогаточки готовы. Вот такой интересный ажурчик начинает вырисовываться. Закончили мы ряд, получается, половинкой, да? То есть это у нас будет не 3 столбика, да, 2 арочки, а всего лишь только 2 столбика и 1 арочка. Итак, воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. Далее 2 воздушные петельки, 2 накида. Опускаемся вот к столбику без накида предыдущего ряда. Провязываем столбик с 2 накидами. Воздушная петелька, накид. И возвращаемся опять вот к нашим петелькам 2 наискосок. Вот. Беремся, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Мы опять сделали рогаточку, точно так же, как во втором ряду мы ее делали, только она у нас опять находится в шахматном порядке. Видите? 2 воздушные петельки, переключаемся на наши вот 3 столбика, в центральный столбик, беремся за верхушку, вот, провязываем столбик без накида. Поняли, да? То есть мы провязываем точно так же, как второй ряд, вот наши рогатки, только в шахматном порядке. Понятно? Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши рогаточки, ажурчик наш все больше и больше растет. И далее, смотрите, мы присоединились, получается, вот к 3 петелькам подъема столбиком без накида. Теперь, смотрите, делаем воздушную петельку, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Далее, смотрите, 2 воздушные петельки, 1, 2, накид. И вот мы нашу рогаточку, да, вот в арочку ныряем и провязываем опять 3 столбика с накидом, 1 столбик с накидом, 2 воздушные петельки, 2 столбик с накидом, 2 воздушные петельки и 3 столбик с накидом. Опять делаем 2 воздушные петельки. И вот там, где у нас был столбик без накида, присоединяемся столбиком без накида. То есть сейчас мы провязываем точь в точь, как наш самый первый ряд. То есть раппорт узорчика сам по себе 2 ряда. Вот получается наши веерочки, назовем рогаточки, да, и длинная рогатка. Маленькие рогаточки в шахматном порядке, да, и длинная рогатка. Опять маленькие рогаточки, следующая будет длинная рогатка. То есть вертикальный раппорт сам по себе 4 получается ряда. Дальше опять повторяйте. 1, 2, 3, 4. Опять. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 до нужного вам образца. Смотрите, для тех, кто разбирается в схемке, я сюда схемку прикладываю. Схемка хорошего качества, очень хорошо читается. Поэтому смотрите, сами себя контролируйте. Кто не умеет читать по схемке, посмотрите. Мы уже все разобрали, и вы прекрасно поймете, где какие столбики нарисованы, да, отмечены знаками, где воздушные петельки. У вас все получится. Давайте увеличим наш образец несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что вот такая вот интересная ажурная красота получается. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот ажурная, нежная красота получается. И несложная. Всего 2 рядочка, вяжется очень быстро. И, естественно, образец растет очень быстро. То есть ваше изделие, конечно, на глазах вырастет. Такое вот дырчатое, ажурчатое, но очень-очень красивое. В моем случае из моих ниточек вот так вот тянется. Вот так вот еще больше тянется. Пробуйте из любой пряжи, из хлопка, да. Это будет летнее изделие, топики, маечки. Не забывайте, что вы узорчик можете крутить, как вы хотите. То есть, как вам нравится, так он у вас будет лежать на вашем изделии, да. Если это демисезонные ниточки, зимние ниточки, то не забывайте, что это будут шикарные палантины, накидки. Это будут очень интересные, легкие, летние, возможно, кофточки, кардиганчики. Почему бы и нет? Пробуйте, экспериментируйте, вяжите с удовольствием. Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали. Нам будет очень-очень интересно. Если не вязали, подбрасывайте идейки, что можно связать данным узорчиком. Так, давайте замерим красоту. Если моя пряжа, моя плотность вязания, да, ну, моя, как бы, мой крючок, моя рука, то у меня получается, ну, вот, 16
сантиметров. Если это будет палантинчик, выравнивайте краешек дополнительными столбиками, как я рассказывала, да, 3, 5, 7, 10 и так далее. То есть как бы, чтобы рамочка была. И тут получается у меня один такой вот веерочек, да, веерочек и рогаточка. Давайте посчитаем. Рогаточка, веерочек, 2 ряда, да, 2, 4, 6, 8, 10. Один ряд 11, вот этот вот ряд 12 и первый самый наборный 13. Так, это у нас, ну смотрите, 13 с хвостиком. То есть каждый ряд это получается 1 сантиметр. Здорово. Я же говорю, быстро будет расти, если вы запланируете очень интересную легкую накидочку, да. Если она будет точно так же блестеть, то это будет шикарное новогоднее какое-то интересное изделие у вас. Угу. Так что вы успеете еще даже сделать, связать. Как вам сегодняшнее видео? Я надеюсь, что понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.